Да, офигенно. Смотрите, ребят, то там выходы. Нелегко ее поймать. Смотри, даже... О, есть. Ну и в принципе всегда там есть хариус. С головой будем жарить? Без головы? Поймал еще одну форельку, блин. Пойдем еще раз на перекат, там где брала. Хорек. О, ребят, смотрите, что я нашел. Блин, тема. Ну здорово, братишки, рыбачки, подружки рыбачки. Сегодня такой солнечный, красивый день. Мы выбрались на реку открыть спиннинговый сезон без лодки, но так походить по бережку, половить щучку, если, конечно, повезет, если найдем ее. Погода холодная, ветер северо-восточный, что очень не любит рыба в этом регионе. Вот, может быть, попытаемся завтра половить форельку с хариусом в ручье. Ну а сегодня вечером пойдем на большую реку. Лагерь уже поставили, подготовились к отдыху, разложили шатер, собрали кухонку. Если будет дождь, а по прогнозам он будет, будем сидеть в шатре и залипать на костер, пить горячий чай и разговаривать. Здесь мы с одной ночевкой. Мы приехали с Димой и с его женой Викой. Позже покажу, на какие приманки буду ловить, что буду использовать. Дима с Викой сегодня будут ловить, пытаться ловить на донки вимбу. Они сидят уже на берегу в ожидании поклевки. А я сейчас посижу с ними немножко, попью чайка и пойду на хищника. Ну, сейчас-то рыба будет. Прямо мода, стиль, рыбалка 2023. Коллекция следующего года, не только 23. Да?
А вот коллекция 25-го года. Ну да. Ну смотри-ка, летит. Да, хорошо. Отлично. Ну что, друзья, ребят, отправляюсь я на вечерний спиннинг. И не один. Сегодня я с рыбачкой, с Викой. Димыч ее из лагеря выдавливает. Говорит, иди рыбы поймай, чтобы было что пожарить. Что он тут один собрался без жены делать, я не знаю. Есть. Есть что делать, да? Вот, ладно, погнали, посмотрим, что с хищником сегодня. Ну как тебе ботинки и костюм? Нормаль? Супер. На что будешь ловить, покажи. На Maps. Maps. Black Fury. Maps Как Black она Fury. 4 номер. Ну нормально, отлично. Будет у тебя сегодня щука. Что, пошли на перекат тогда, туда за скалу? Пошли. Вот там в воде стоит каменюка большой. Обычно за такими камнями любит прятаться щука. На окуня мы сейчас не надеемся, он только-только отнерестился. А вот на щуку надежда есть. Пока буду какое-то время половлю на Twitch. Довольно-таки такой крупненький. Вот. Но щука сейчас после нереста может не реагировать на крупные приманки. Буду постепенно, если не будет клевать, буду постепенно уменьшать размер приманок. Буду переходить, буду менять типы приманок. Сейчас можно головля поискать. Буду пробовать на кренке. Взял с собой твичи, попперы, много разных кренков. Вот, разные твичи. Также взял форельную коробочку с вертушками и маленькими воблерами. В общем, будем экспериментировать, будем подбирать приманки. Вот этот твич такой неплохой. Смотрите, как играет. Отлично. Реагирует и на подергивание, и на монотонную проводку. И хорошо ведет себя на течение. В принципе, можно просто его скидывать по течению. Иногда немножко поддергивать. Такой сплав ему устраивать. Может, ничего и не будет. По крайней мере, на донке вообще даже и намека на клев нету. Ну ничего. Спиннинг есть спиннинг. Будем пробовать. Попробовал уже несколько разных приманок. Перешел в итоге на вертушку. Ниточка. Может быть, все-таки сказывается резкое похолодание, потому что буквально на днях было 20 градусов, а сегодня 7. И дует северо-восточный ветер, крайне неблагоприятный. Но, как бы то ни было, на этой реке я еще пока без рыбы никогда не оставался. Надеюсь, этот раз не будет исключением. Мы будем пробовать. В принципе, не так долго и ловим. Дошел я до переката. Вот такой вот перекат. В этом перекате хариус водится. Вика там забралась по пояс. Может быть, ей повезет больше, чем мне сегодня. Блин, выходит какая-то рыба на перекате. Какая-то выходит. Но это может быть просто вимба. Идет вверх по течению.
Она сейчас на вертушку вряд ли будет реагировать. Ну вон, видели? Что за рыба? Фиг поймешь. Наверняка вимба. Ну вон, видели? Только что плеснулась. Солнца нет, поэтому сейчас через воду не разглядишь. Начинается дождик. Покрапывает дождик, блин. При такой температуре на улице в дождик можно и задубеть, промокнув хорошенько. Не знаю, кого я там поймал. А, форель. 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 Да? Я понял, понял. Вот, ребят, видите, вот там буруны такие. Закинул туда за буруны, за камни, там, где обычно форели стоит. Ну, сразу форелька. Вот на такую понтоновскую вертушку, первый номер, позарилась форелечка наша. Может, еще есть? Чего, зацепила? Ну, сейчас подойду. Чего? Ты знаешь, я пока оставил. Ну, у меня первая форель, у меня, кстати, была на вейнце, но она была вот такая. У меня тоже небольшая, но... И, в принципе, вимбу Диме надо было бы не там. Вимба здесь большая концентрация. Прям, ну вот я там стоял, ее прям очень много показывается. Ему надо было вот ниже этой струи. Здесь очень много вимбы. У меня ж батя это место нашел. Я вот ловил здесь на спиннинг. Батя на лодке спустился. Вот тут такое местечко, видишь, там вытоплено. Да, да. И вот тут ниже струи мужики сидели. У нас там редко клевало, а здесь просто одна за одной. Ты, главное, ему скажи, что я форель поймал. Ну, это обязательно. Тогда вот он придет. О, все. А, не все. Не-не-не, это я просто, ну, оценила. Никак. Я Слушай. руками не смогла. Я уже чуть не уплыла. Я видел. Да ладно, ну как? Что? Я там тягала. Не, ну тут... Смотри, как тягать надо. Вот зажимаешь шпулю у катушки. Угу. И вот немножко придерживаешь эту, чтобы ее не отломало. Вот так. И все. И вот так медленно, потому что резких рыбков леска не любит. Короче, будешь кидать, главное, не кидай против течения. Потому что ты не будешь успевать сильно тянуть, Ну да. ее под камни замоет. Перпендикулярно кидай. Угу. Держи. Ну что, ребят, форелька есть. Теперь хочется хариуса. Я попробую перейти перекат. Сейчас весной вода высокая, будет тяжело. Вот в ту зону. Там обычно держится щука. Может, она и клевать сегодня не будет. Может, и зря буду пытаться, но попробую. А вимба очень много в реке. Она сейчас переходит. Видно, как против течения борется. И спины показываются вот там. Пытался для вас снять на нормальный объектив, но как камеру включаешь, естественно, она плескается там, где нет фокуса. Поэтому Диме, конечно, лучше было бы спуститься сюда, с нашего лагеря, и ловить вот там, где стоит Вика, ниже струи. Я думаю, что результат был бы у него по вимбе.
Вот, друзья, вот тут она клюнула. Пестрая красавица. Ну, пробуем переходить. Довольно проблематично, честно вам скажу. Глубина и очень сильная течка. Нифига себе, ребята. Вот это хариус. Вот это хариус. Вот это да. Вика! Хариус большой! Какой красавец. Ох, ребята, как же всандалил. Ну не зря я шел по перекату. Ну успокойся, друг, успокойся, подожди. Я вроде, ребят, на щуку шел. Блин, тема. Значит, это не вимба тут скачет, а хариус кормится. Такой хорошенький. Этого хариуса имеем право скушать. Сегодня сделаем из него бутерброды. Вкуснющие, вкуснющие. А форельку отпустили. Пусть живет, растет. Маленькая. Кайфец, блин, сандалил. Вертуха работает. Рыбалка продолжается. Ну вот, ребят, где он стоял, посмотрите. Вот такая вот глубина. Сантиметров 30, может быть 40. И вот такие буронки за камушками, углубление, куда проваливаешься по пояс. Он там стоит, вот типичная такая струя. Это их места. Это их места. Так, ну я решил, раз сегодня активно лососевые, дойду до дальнего переката. Очень красивый перекат с валунами. Вон он. Впереди виднеется. Сейчас попробуем там. Вот поймал еще одну форельку, блин. Гребаная GoPro не включилась, заглючила. Не снял вываживание. Ну ничего, снимем отпускание. Ну, давай. Ах, пошла. Красавица пошла. Пошла форелька. Да чего ж, блин, красивая рыбка. Ах. Ну вот, уже две форельки и хариусок. Сейчас посмотрим, что будет на перекате. Ну, хариусок такой, блин. Такой дядя. Хорошенький. Иногда можно и взять. Полакомиться. А так, ребят, ну, берегите природу. Не так много у нас этой рыбы, блин. Тут такие камни. Вот. Такие больше форельные места, нежели хариусовые. Хариус больше так по струям стоит. Когда в струе есть приямок, вот это он любит. А вот эти камни, это больше такие форельные варианты. Конечно, имело бы смысл снять поводок мне с блесны, но так как тут щуки дофига, правда она себя как-то не проявляет вообще, но так как тут щуки дофига, поводок я снимать не буду. Может, без поводка, конечно,
Хариус был бы посмелее. Хотя, если он активный, то он активный. О, ребят, смотрите, что я нашел. Черепуга. Это олень, друзья. Это олень. Когда-то пил воду из этого переката. Так хочется. Ударчик хариусовый такой мощный, чтобы катушкой по пальцам. Ну ничего, еще не вечер. Еще есть времечко сегодня. Перекат хороший, красивый. Что-нибудь да достанем. Хочу, перейти туда, к валунам. Пытался, в нескольких местах. Очень глубоко и смывает просто меня. Наверное, придется идти до дальнего переката, переходить и идти сюда. Метров 300, может 400. Но, слишком камни заманчивые стоят в воде. И есть там заводи за камнями. Может быть, удастся щуку поймать. Надо же что-то помимо... Что, одного хариуса жарить, что ли? Хорек! Да. Видно, как он выходит, Дим. Ну вот, по дороге пока, перед тем, как перекат проходить, в той же самой струе на том берегу было несколько атак, но одного поймал. Видите, вертушка крупная, ну и поводок стоит. Я-то рассчитывал на щуку. Может быть, хариус более активнее нападал бы, но вот вода прозрачная довольно, там мелкая глубина на струе, и поводок может его смущать, зрение у него капитальное. Вот, но снимать поводок неохота. Щуки-то тут полно, почему не берет, непонятно, ну, скорее всего, из-за ветра. Ну вот, добрался до камней. Тут ловит Дима, тут буду ловить и я. Пробуем. Смотрите, ребят, какая скала. Вдоль реки. Такой мощный доломит. Размыла река. Везде валяются огромные гранитные камни. Откуда гранит, здесь непонятно. Смотрите, какой размер. Величиной с микроавтобус. Очень красиво здесь. Ну, дубак, руки замерзли. Пипец просто. Но зато вот форель лососевая рыба поклевывает. Сниму я поводок и поставлю без поводка на прямую петлю. Попробуем так. В идеале, конечно, флюрик был бы, но я совсем не рассчитывал на хариуса. Поэтому нет у меня флюрика. С флюриком был бы вообще огонь. Ничего, не принесли нам камня. Ничего мы на них не поймали. Даже удара не было. Ну и не видно выхода. Пойдем еще раз на перекат, там где брало. Немножко покидаем и пойдем в лагерь. Надо зажечь костер, погреться.
что-нибудь покушать. Пожарим хариуса. Вот. И сварим макарон с тушеночкой. У костерка. Кайфезно. Пошли. Ну что, Димыч, в лагерь? Ну что, вот мы и в лагере. Сейчас будем заниматься своими делами. Жечь костер. Дима решил, жадный человек, посетить Форельную речку, но я не думаю, что у него что-то получится. Как ты думаешь? Ну, была. Была? Была. Была, да? Форелька? Да. А, ничего себе. А ты ела ведь когда-нибудь жареного хариуса? Да, конечно. Я еще не знал, что это за рыба, когда Вика ела жареного хариуса. Форель тоже. Очень вкусный. И Хариус, малосольный. кстати, вкуснее. Понятное дело. Ну такой экземплярчик можно было, конечно, и засолить. Ну ладно, смотри, у него брюшко такое пятнистенькое. А что в брюшке? Пиявки? В брюшке сейчас мы посмотрим, что там в нем. Потому что пиявку я видел. Видел, да? Да, пиявку можно ждать. Димыч, с Ну? плавником будем жарить, без плавника? Плавник засолим? С головой будем жарить, без Головой. головы? Да, ну если влазит. Может, с головой. Там же у него питательные вещества скапливаются. Так, что он ел? Димыч, насекомых, он полный Ну насекомых. вот эти, да, которые вылетают, видишь? Да. Не, ну понятно, раз он выходит Ну, наверх. понятно, Дима-то этот не взял-то. Ну нахлост, ну. Что надо. Хорошо, что Димыч ты нахлост не взял, так бы всех хариусов переловил бы. Ну, дадим им шанс подрасти. Слушай, но 2 недели будут расти сейчас. но активно питается, посмотри, полное полное. брюхо. Полное. Черновая работа на мне. Ну, в основном дома на мне. Подошли бы креветки, нету? Слушай, шитиков можно набрать. Есть? Видел? Ой, блин, полные камни, Да? просто все в шитиках. Там вот на том берегу, кстати. Кстати, на том берегу.
Смотри, как луна быстро поднимается. Слушай, сковороду не лезет. Гигант. Димыч, я шкаривался солил всегда. А тут забыл. Нет, я имею в виду, я никогда его не жарил, я солил потом. Обалдеть, слушай. Просто взрыв, не? Ну хорошо, что без муки. Чисто рыба. Вик, что ты думаешь? Да нет. Нормально. Нет, какой-то участок попал. Ну, давай. Димон, Как блюдо называется? блюдо называется рожки петушки. А рожки чьи? Держи. И что потом добавку? Кефирчик это, да, Димон? Помнишь, собака у них была такая, это типа бигль, Жорик, Жорик. помню. Нет уж больше его. Умер? Ну вот Вика сегодня говорит, она приезжала с этой большой собакой, которая там встречала. Да. Я Вике говорю, вот, ну помнишь этого, ну, с большими ушами, все время тут прибегал такой, знаешь, как олух такой бежит, уши Ну да, там. да. Глаза вот такие понурые. Да. Мне кажется, когда я там в позапрошлом году сплавлялся, там с района со знакомым, там я с мелким и вот знакомый тоже с мелким. Да. Это самое, ну так, чисто на один день. И мы здесь там какой-то шашлык пожарили. Угу. И вот она рассказала, что побежал куда-то в лес за Да. каким-то животным или зачем, и не вернулся. Так может его кабан задрал. Ну кто-то, да, его, короче. Порешил Жорика. Ну и кота кто-то моего рыженького порешил. Бля, ну рыжий кот — это вообще легенда. Легенда.
У нас там... Если бы он сегодня был, он бы съел бы голову хариуса. У нас он там тусил на нашем месте, когда вы здесь были. Ну, лагерный кот был, да. Я уверен, Димыч, что он как раз-таки хариуса голову никогда не ел. И кишки. И печень хариуса. Я думаю, что он ел колбасы только. Не, ну, от меня-то он рыбу ел. Не, ну, а так в основном-то, ну, как бы, ну, кто приезжает, если там компашка, знаешь, со Скрунды приехали отдыхать. Ну, слушай, рыбу этот кот ел с удовольствием. Я думаю, во всех лагерях рыбу всегда чистили. И этот кот всегда, я думаю, был соучастником этого всего дела. Ну, чувствовал он себя здесь хозяином. Ну да, да. Ну ты помнишь, как он в мою щуку вцепился и, ну, даже Янка его прогонял этой чистилкой, он за чистилку кусил с таким звуком еще типа цок, знаешь, зубами. Не, как он забирался туда, этот, под навес, да? Как под навес. Так да. Я утром встаю. Он там контролировал все. Я утром встаю, он вот здесь на этой иве спал. Спускается с ивы, спускается с ивы такой на стол, размялся. Держал все под контролем, под своим, да? Ну да, да. Вот, смотри, снег. Ну что, привет, ребят. Как вы все уже, наверное, поняли, мы пошли по форельной речке. Форельная, хариусная. Называйте как хотите. Вот, и, например, вот это место, которое я только что облавливал, имеет яму под деревом. Ну и, в принципе, всегда там есть хариус. Ну, я уже здесь минут 15, и его там нет. Может быть, надо было сегодня идти обратно туда, где мы были вчера. Но нужно проверить. Будем ловить на маленькие приманки. Сейчас я ловлю вот на такую маленькую вертушечку. Пантон 21. Нулевой размерчик. Очень хариус любит. И ради прикола взял сегодня очень дешевый такой спиннинг с собой. Как бы мега быстрый джиговый спиннинг Дайва. Вот с таким супер тоненьким кончиком. Неплохо получается с ним бросать именно вот такого размера вертушки. У него очень такой пружинистый кончик. Он дает возможность делать такую как прощу. Небольшой силы замах, сгибает кончик, и потом вертушка выстреливает. Вот, ну, в любом случае, обкатать палку, подышать воздухом,
посмотреть, что будет. Вот интересно, каждый год происходит. Смотрите, здесь был огромный такой завал, просто, ну, гигантский. Бобер его завалил, видите, вот там он живет, в той норе. И хорошо, этот завал образовывал здесь такую ярко выраженную струю, клевал хариус. А этой весной, видите, как весь этот завал снесло и смыло примерно 1,5 метра берега. Поэтому речка, вот ее прежнее дно, видите, здесь струя прям была. Ее прежнее дно сместилось даже не на 1,5, наверное, на 2 метра в ту сторону. И вот такие обвалы меняют рельеф дна. Вот. И в этом году рельеф очень поменялся. Там, где были раньше струи теперь нету. Вот. По крайней мере, ниже вот этого обвала. Посмотрим, что будет выше. Вот. Может быть, это не очень устраивает здешних обитателей. Вот. Но вот эта вот коряга всегда была. И сейчас попробуем ее обловить. Там иногда форелька стояла. Да мир всегда нестабилен, Димыч. Но, правда, нынешний совсем. Такой нестабильности уже, наверное, лет 40 не было. Слушай, вот такой струи здесь не было. Такой. Было по левому берегу. Да. Смотри, даже... О, есть. Хорошенькая, смотри. Только я сказал, должна была быть, да? Да. Я еще тоже хотел сказать, что под деревом, Нет, блядь, не просто ты. Ну, тихо, тихо, тихо. Вот какая красавица. Я даже не кидал, я знал, что вдвоем. Вот под тем деревом. И вот палка такая. И вот под этой палкой стояла. Спасибо тебе, рыба, а то я уже начал сомневаться, что вся она в большую реку не скатилась. Приятная, смотри, какое у нее брюхо желтое в этот раз. Красивая, очень. Размер для этой речки самый широкий. Класс. Понеслась. Если бы ее здесь не было, тогда можно было разворачиваться. И идти туда, я уже думал. Вот, ребят, не крупная рыба, да? 30 сантиметров. Блин, насколько она сильная и насколько у нее, не знаю, как сказать, что ли, энергетика правильная. Ты ее вытаскиваешь и, ну, как-то хочется дать ей жизнь, отпустить обратно. Настолько она красивая, какая-то честная, что ли. Потому что она дала тебе возможность ее вытащить. Нелегко ее поймать. Нужно очень деликатно подходить. Видите, она буквально стоит за палкой. Кинешь 40-50 сантиметров не туда, она уже из-за этой палки выскакивать не будет. В то же время нельзя ей дать много возможностей для размышления, потому что она тогда сообразит, что это не малек. Нужно кинуть туда, где она стоит, потому что, чтобы это только упало и ты начал тянуть, она не успела бы врубиться, что происходит, и хватануть. В таком участке имеет такую яму, и ее не занять. Яма хорошая, да. Это верх глупости со стороны парня. Ты уже эту струю обкидал? Нет хариуса? Ну, здесь ничего нет. Я оттуда, ну, до туда я не докинул, там ветка. Ту струю я не могу, видишь? Слушай, а интересно, где она стояла? За этой палкой или все-таки под корнем? Здесь, догоняла. Да? Догоняла, да? Одна, есть секунда развернуться. И все. Да какая секунда? Меньше. Но на самом деле хариус вообще никаких проблем нету спуститься
Да, да. Это форель, она, знаешь как, она свои хорошие точки не будет покидать. А хариусу, блин. Крупная. Да, хариусу 3 минуты, блин. Смотри, это ж тарзанье лианы. А обрывай их, они дерево, ну, гасят дерево. Ну, слушай, как-то же они до туда доросли. Слушай, это самое, да? По паутинке, есть что ли? Видео грузинские, да, где готовят шашлык. Вот на этих лианах. Да. Жар, будь здоров. Это же хмель. На нем у нас в Латвии пиво готовят, Димыч. Собирают шишечки хмеля. Я был на заводе Хайникен, и там очень много посвящается вот этому растению. Нашим лианам. Там такие шишки. И вот эти шишки важны для брожения. Видишь, не видно выходов вообще. Высоко немножко стоим, видно нас. Слушай, Димыч, надо нам сделать вот что. Да, пошли в воду туда, под то дерево. Он нас видит, не берет. Нашли мы хариуса вот в этой струе. То там выходы. Кормится с поверхности насекомыми. Игнорирует наши приманки. Вон, видели? Только что выход был. Это хариусочек. Сейчас будем экспериментировать с приманками. Может быть, блин, я не взял с собой. Может быть, можно было бы на микроджиг какую-то имитацию личинки. Его попробовать выкурить. Наверх выходит, вряд ли. Наверх выходит, да. Поставил вот такой размер покрупнее вертушку. Первый номер, на которую вчера ловил. Может быть, поможет. Он выходит, хариус, прям под ногами. Но не берет. Был бы нахлост у Димы, то думаю, что был бы результат. Ну что, будем искать тогда форель. Раз хариус отказывается брать вертушку. Смотрите, ребят. Кто-то ловил на муху. Вон она. Сейчас посмотрим. Зацепил ее. Попробуем ее достать. Смотрите, какая интересная. Попробовать поставить, может быть. Какое мягкое перо. Тонущая муха. Нимфа, наверное, как она. Он у хлостовиков называется, не знаю. Вот такой шок-лидер. Флюрокарбоновый, уже такой потрепанный. Попробуем. Ну так, конечно, никто не делает. Вот карабинчик. Дальше флюрик. И вот так вот муха чья-то. Крючок такой, блин. 4-й номер. Посмотрим. Вообще лететь будет? Летит. Да, тонущая.
на муху спиннингом. Цвет еще такой ядовитый у нее. Видите, какая она становится, когда ее окунаешь в воду. Интересно. Попробую немножко половить. Смотрите, ребят. Работает муха, блин. Представляете? Вот такие дела. Забросил. Вот видите, там между камнем и кустом забросил кусту за камень. Делал проводку, из-под куста выскочила. Теперь она займет место в моей коробочке для ловли форели и хариуса. Вот такой заброс. Сейчас попробую еще раз показать. Да, вот такой. Между камнем и кустом попал. В принципе, и забрасывает довольно комфортно, и летит неплохо. Хорошая муха. Вот вам, ребят. Попробуйте вы, разыграйте нахлост так, чтобы положить ее в ту точку. А на спиннинг, пожалуйста, вот каждый заброс попадает в цель. Муха эта, ребят, называется вулибагер. Крючок, кстати, безбородый стоит. Но если хозяин этой мухи смотрит сейчас это видео, пусть напишет, я могу встретиться, вернуть эту муху тому парню, кто на нее ловил. И хотелось бы получить от него комментарий, каким методом он на эту муху ловил, нахлостом или как я, спиннингом. Это мне очень интересно узнать. И Диме тоже. Ну, хариус совершенно игнорирует все наши попытки. Вот сейчас я в таком месте нахожусь, где он, ну, прям всегда был. С форели не допросишься, а хариус всегда здесь был. Такой поворот с хорошей струйкой. Ну вот нету, блин. Вот, и форель тоже, она стоит локально. В основном в коряжнике, ну то есть за бревнами. Там где резкие тени. Нельзя не закинуть, да? Ага. Нет. Ну что, ребят, вот и подходит к концу моя вылазка на сутки на рыбалочку. Сказать, доволен ли я? Да, вполне. Да, рассчитывал вчера на щуку, но 2 хариуса, 2 форели на реке, на которой, в принципе, ее обычно достаточно трудно поймать, но прям трудно. Это прям очень порадовало. Сегодня 2 форельки. Нашел муху. Да, офигенно. Ну, в общем, все. Вернулись мы с форельной речки, с форельного походика. Ребята, которые открывают лодочный сезон и ехали на щуку на лодках, даже поклевки не видели. То есть
холод, северо-восточный ветер, а рыба вообще не реагирует. Вот, так что тот результат, который есть, это, в принципе, полностью меня устраивает. Все, спасибо, что смотрели. С вами был Саня. Всем пока.